Всем привет! Я Саша, и вы на канале Alex and FM. И сегодня мы летим из Испании в Черногорию. У папы там какие-то дела. Ты что? Застрял? Все ясно. Он застрял. Мы приехали в аэропорт Барселоны и пошли искать табло с нашим вылетом. Но что-то пошло не так, и мы не могли найти наш рейс. Неужели его отменили из-за коронавируса? Как оказалось, я смотрел на табло прилетов. Все в порядке, летим. Затем мы подошли к нашей стойке регистрации, поднимались на траволатор и увидели диспетчерскую вышку. Диспетчерские вышки сделаны для того, чтобы регулировать и контролировать движение самолетов по взлетным полосам и терминалу и контролировать обстановку в воздухе. Вот мы добрались до стойки с номером 602, а это как раз то, что нам нужно. Аркаша, а как самолет летает? Покажи, самолет как летает. Вот так? Хотели воспользоваться киоском для самостоятельной регистрации, но они, к сожалению, не работали. Сдали чемоданы в багаж, на них наклеили наклейки «Короткая стыковка», и потом мы прошли лабиринт из зеленых лент. Мы даром времени не теряли и купили большую упаковку Харибо. Решили немного перекусить, как посадку нам ждать еще около часа. А вот и наш самолет Airbus A321. Мы на нем полетим в Вену. Идем на посадку. Когда мы сели в самолет, я пристегнулся и стал ждать, пока бортпроводники проведут инструктаж, и мы поедем на взлет. Стюардесса нам рассказала и показала, как воспользоваться кислородными масками, спасательными жилетами и где располагаются запасные выходы. Мы были четвертыми в очереди на взлет, и я смотрел, как взлетают самолеты, стоящие впереди нас. А вот и еще одна диспетчерская вышка. Ура, летим! Все, полетели. Пока мы летим, расскажу вам несколько интересных фактов о самолетах. Первый факт. А вы знали, что в большинстве современных пассажирских самолетов 95% работы делает автоматика? Пилоты находятся в кабине, да, чтобы контролировать весь процесс. Но самолет способен и взлетать, и лететь, и даже садиться самостоятельно. Мы летим уже целых 30 минут, и самое время попробовать еду в самолете. В самолете из-за высоты и атмосферного давления вкусы чувствуются слабее, поэтому повара добавляют в еду больше соли и специй. Это действительно вкусно. Я взял свои любимые антистрессы с собой, но давайте вернемся к интересным фактам. Воздух на борту самолета всегда сухой, поэтому нужно пить много жидкости, лучше воды, чтобы не было обезвоживания тела. А еще полезно делать разминку или микрозарядку. Сидеть без движений вообще не полезно. Слышите, геймеры? А вот пилоты всегда едят разную еду. Это сделано для того, чтобы исключить риск одновременного пищевого отравления. Мы уже прилетели в город Вена, чтобы совершить пересадку, а на это у нас есть всего 30 минут. Поэтому придется бежать, ведь новый самолет у нас совсем в другом терминале. Аэропорт в Вене очень современный и с багажом работает автоматика. Наши чемоданы точно успеют перегрузить. Пересадка у нас была всего 30 минут, и мы еле добежали. Были жуткие очереди. Какой смысл в этих кабинных ограничениях, если они заталкивают людей, 300 человек, в одну комнату? Я хоть и поел, и решил взять традиционную вафлю. Успели. Сели в самолет и готовимся к вылету. Лететь после пересадки нам 2 часа. Ну, ничего страшного, поиграю. А вот вы знаете, многие люди боятся летать, а мне очень нравится и совсем не страшно.
Я знаю, что просто авиационный транспорт – это самый безопасный вид транспорта. В 1000 раз безопаснее автомобилей, на которых мы все ездим. Так что тут нечего бояться. Мы пролетаем Скадарское озеро, я его знаю. Площадь водной поверхности этого озера составляет примерно 390 квадратных километров. Это очень большое озеро. И вот мы уже заходим на посадку в жаркое Черногории. Сейчас наша задача найти наши чемоданы на ленте выдачи багажа. Вот они, целые и невредимые. Так, как вам тут? Все нормально? Да, все нормально. Хорошо. Мы взяли машину в аренду, чтобы было очень удобно добираться, куда нам необходимо. А на пути были пробки, которые папа решил объехать по таким местам. Вот как-то так мы прилетели из Испании в Черногорию. Мне очень понравилось лететь на самолете. Ставь лайк, если тоже нравится летать. И подписывайся на канал, если понравилось мое приключение. А я побежал отдыхать. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Ну что ты снимаешь, как я ем? Пойдем купаться.